Друзья, всем привет! Сразу начинаем с первой катки PvP режима. Насколько вы поняли, сегодня будет один из игровых дней. Итак, первый противник это у нас Лина. Ребят, вы видите, какие скиллы я беру. Кстати, очень много в последнее время начало попадаться Лин. Посмотрим, смогу ли я с ней справиться. Это первая катка. Надеюсь, что сегодня я сделаю ровно 10 побед и продвинусь немножко в топе. Как обычно, у Лины сразу появляются клоны. Надеюсь, что у меня сейчас получится ее выиграть. Но хотя, ребят, реально борьба идет на равных. И да, я ее выигрываю. Супер, это первая победа против оппонента по нику, которую вы видите. А свои статистические показатели, ребят, покажу в конце ролика, так как, не получилось у меня записать сразу, как я иду. Итак, следующий противник у нас попадается. Посмотрим, что на этот раз. Это Бонни, ребят. Но посмотрите, какие у меня скиллы прекрасные. Я не знаю, когда у Анира попадаются такие скиллы, наверное, просто невозможно проиграть. Я думаю, что это будет легкая победа сейчас, ребят, и смотрим. Видите, пару тычек я попадаю, и просто у Бонни минус кучу хп. Ребят, это вторая победа, она довольно-таки легкая. Ник игрока малой, я с ним уже неоднократно сражался в PvP режиме. В принципе, неплохо человек играет, но когда у тебя такие скиллы, это просто 99% того, что ты победишь. Итак, двигаемся дальше. 2 победы пока есть у меня в кармане. Осталось еще 8 побед сделать, и будет вообще превосходно. Наш оппонент в этой катке Тень, она в костюме. Я беру 2 меча и хп. Это лучшее, что со скиллов было для этой игры. И я надеюсь, что у меня сейчас получится выиграть эту Тень. Ребят, первая ошибка Тени, она приближается к стенкам игре против Аниров. Такого делать категорически нельзя. Плюс у меня 2 меча. Мне главное уклоняться от ее клонов, потому что действительно они бьют очень больно. Итак, ребят, смотрите, 24 тысячи у нее, у меня 50. И как-то резко у меня начали отниматься хп, ребят. Мне главное от клонов ее ныкаться. И да, это победа. Наверное, просто мантия тени ее просто сожрала. Круто, это победа. Я очень действительно рад, ребят. Это 3-я победа к ряду. Двигаемся дальше. И какая у нас будет следующая катка, я не знаю. Какие оппоненты тоже. Но давайте смотреть. По-моему, это тот же оппонент, который был и в 3-й. Да, ребят, это обратно тень. Но смотрите, у меня есть двойная стрела, хп. И я возьму, наверное, ядовитое касание, потому что, как я только в нее попаду, сразу будет отниматься хп. Итак, ребят, следующая катка, тень обратно. Но, видите, обратно ошибка, она бежит к стенкам. Священное касание бьет очень и очень больно, плюс двойная стрела. Хотя тоже тень меня коцает, но в принципе это без шанса. Еще одна победа, это уже 4-я победа, остается еще 6 каток. Для вас, ребят, это быстро все происходит, но я очень долго ищу противников, потому что у меня еще обновления нету. Я играю на iOS устройстве, и противники попадаются очень и очень туго. Так, следующий противник это Бонни, ребят. У меня обратно диагональные стрелы, усиление атаки возьмем и давайте крит. Теперь главное, чтобы она побежала ко мне в упор или же на расстоянии просто убивать ее, не знаю. И смотрите, она бежит ко мне в упор, это большая ошибка, потому что, вы видите сами, не помогает. Это какой-то китаец, не помогают ему его клоны, это победа. 5 побед есть, ребят. Главное делать в PvP режиме минимум 7 побед, чтобы не уходить в минус по кристаллам. А я пытаюсь зайти в топ и надеюсь, что у меня сегодня будет 10. И обратно попадается, по-моему, нам тот же китаец. Да, ребят, он обратно на Бонни. Давайте меч возьмем. Я думаю, что атаку и усиление стихий, потому что у меня все-таки есть мантия тени, и я еще и появился с правой стороны. Она должна очень хорошо его демажить. Итак, что же он делает на этот раз? Вот смотрите, он даже в меня попасть не может. Это просто очень смешно. Ни одного клона. И Бонни все-таки сейчас не есть такой актуальной, как она была раньше. Еще одна победа. Это победа номер 6. Остается еще 4 катки мне выиграть. И будет очень и очень круто. Так, двигаемся дальше. Посмотрим, кто нам еще раз попадается. Обратно тот же китаец, ребят. И на этот раз обратно Бонни. Но смотрите, видите... ХП у него больше. Не знаю, что он надел на себя. У меня скиллы не очень хорошие, но я надеюсь, что все-таки это получится. Главное, чтобы была карта Анира. Карта Анира, ребят, это там, где много препятствий, потому что он очень сильно бьет через препятствия. Итак, смотрите, карта, в принципе, более или менее хорошая. Очень слабая на самом деле Бонни, она, я не знаю, она в меня попасть просто не может. Хотя я не могу сказать, что я очень-очень круто играю, но еще одна победа. Бедный китаец, который, наверное, сейчас сидит и думает, боже, что происходит, почему я проигрываю. Было бы прекрасно, если бы он еще нам пару раз попался, а именно 3 победы и будет 10 из 10. Итак, ребят,
Тот же китаец попадается, но смотрите, в чем прикол. Он берет Анира, и сейчас Анир против Анира будет. Не знаю, чем это все закончится, но что-то у меня есть плохое предчувствие, потому что всегда против Анира очень сложно играть. Итак, карта, в принципе, более или менее подходящая. Скиллы у него тоже, смотрите, довольно-таки хорошие. У него есть клоны, у него есть меч, как у меня, но у меня есть укрывающийся щит. Щит — это одно из самых топовых умений, которые надо, ребята, обязательно брать. И я надеюсь, что это сыграет очень хорошую роль. Смотрите, у нас одинаковое количество хп, но он даже мне сносит больше, ребят. Тяжелая катка получается. Так, не хочется проигрывать, пока я в плюсе по хп, но у него появляется клон, который меня очень и очень сильно бьет. Так, одна тычка, и это победа. Да, ребят, я его выиграю, супер, очень тяжелая катка получилась, 49 секунд она шла. Он, кстати, играет намного лучше, ребят, на Анире, чем на Боне. Так что, если вдруг ты как-то увидел этот ролик, обязательно играй на Анире, потому что на Боне ты плохо играешь. Двигаемся дальше, осталось 2 катки. Надеюсь, что все-таки у меня получится затащить 10 из 10. Следующий противник у нас уже есть, ребят. Это также Анир. По скиллам. Я думаю, что щит, великан и ядовитое касание. Попаду, и сразу будет у него минус хп. Надеюсь, что выиграю сейчас. Хотя всегда я говорю, что против Аниров очень сложно играть. И у него практически те же самые скиллы, как и у меня. Давайте смотреть, что с этого выйдет. Так, пока он в меня не может попасть просто-напросто, а я в него, в принципе, попадаю довольно-таки хорошо. Так, супер, победа еще одна. Но вы, в принципе, видите, как я играю. Ничего такого сверхъестественного нету. И это 9-я победа в подряд. Остается, ребят, еще одна катка. Надеюсь, что все-таки я выиграю сегодня 10. Следующий противник у нас есть, ребят, это обратно Анира. Аниров очень много появилось в последнее время, а также очень много Лин. По скиллам, в принципе, неплохо, но могло быть и лучше. У нас одинаковое количество хп, но у меня есть щит. Ну и смотрим, что с этого всего получится. Так, у него есть не диагональные стрелы, а стрелы в бок. И меня немножко это как-то, демотивирует. Я теряюсь. Так, подождите, надо собраться. Так, есть, пару тычек я в него попал. И да, ребят, это 10-я победа в подряд. Вообще превосходно. Я очень-очень рад, когда я делаю 10 побед, потому что вы сразу ложите себе в карман 500 кристаллов. И у меня уже 20 тысяч кристаллов есть. Это очень-очень круто. Сейчас я занимаю 4-е место. Конечно, у меня будет очень мало шансов подняться выше и занять хотя бы 3-е либо 2-е. Но, ребят, вдруг мои противники оступятся как-то, и я смогу подняться немножко выше. В принципе, вы можете посмотреть, какой у меня винрейт, когда зайдете на 8000 вторую группу. Итак, теперь показываю, как я играю в PvP режим. Смотрите, я играю на Анире. У меня 19 тысяч атаки и 67 тысяч хп. Также на этого персонажа я прикупил костюм. Костюм дает некие бонусы. Каждые 10 секунд урон светом увеличивается на 10%. В конце битвы пропадает. А также, ребят, смотрите, у меня на этом персонаже всего 4 звезды. В принципе, я еще не могу его поднять на 5-ю, потому что осколков не хватает, но 4-я звезда дает очень хороший буст. Вы можете использовать такого же персонажа, как и я, и с радостью я вам буду желать выигрывать много каток. Окей, ребят, вам всем спасибо за просмотр. Надеюсь, это было полезно. До скорых встреч. Пока-пока.